Привет, давно не виделись. На самом старте продаж я купил Steam Deck и думал, поиграю пару недель и заброшу. Знаешь что? Я был неправ. Сейчас это моя основная консоль, и я уже давно обновился на OLED-версию. Играл на нем кучу игр, возил его в путешествия и даже пробовал работать на нем. Но вот что интересно, Valve молчит про Steam Deck 2. И знаешь что? Это отличная новость для тех, кто думает купить первый Steam Deck прямо сейчас. Сегодня я расскажу честно, стоит ли брать Steam Deck в 2025 году, когда все ждут обновленную версию. Поехали! Давайте немного пройдемся с историей. Февраль 2022 года. Valve выпускает Steam Deck, и интернет делится на два лагеря. Первый лагерь – это убийца Nintendo Switch, и второй лагерь – кому нужен тяжелый Linux ноутбук с геймпадом. Спустя 3 года мы знаем ответ. Steam Deck стал культовой консолью, продано больше 3 миллионов устройств, и в целом это была революция в мире портативных консолей. Ведь у нас до этого был только Switch и подделки типа GPT-Win. Позже появились конкуренты – ROG Ally, Legion Go, MSI Claw, но именно DEC держал трон. Почему? Есть несколько причин. Первое – цена. Steam Deck до сих пор самая доступная портативная консоль. Второе – стабильность. Valve постоянно обновляет прошивку. Я не видел такого количества обновлений ни для одной портативки. Здесь обновления прилетают чуть ли не каждую неделю. Третье – это комьюнити. Тысячи гайдов, модов, твиков, которые улучшают работу дека и позволяют ему делать больше. Взять только комьюнити Cooler 3D, но это речь для отдельного ролика. Изменилась ли ситуация на 2025 год? Давайте разберемся, актуален ли Steam Deck сегодня. Перед тем, как говорить о ценах, давайте затронем различия в Steam Deck LCD и OLED-версии, чтобы вы для себя поняли, подходит ли вам LCD-версия или лучше переплатить за OLED. Первое. Дисплей. Главное отличие. LCD-версия. 7 дюймов IPS матрица, разрешение 1280 на 800, 60 Гц и 400 нит яркости. Картинка нормальная, но блеклая. Черный цвет серый. Блики на солнце тоже достаточно сильные. OLED-версия. Диагональ уже подросла до 7,4 дюймов. OLED-матрица. Разрешение такое же 1280 на 800. При этом герцовка подросла до 90 Гц. И яркость подросла аж до 1000 нит. Картинка в OLED-версии стала намного лучше. Цвета стали более насыщенными. Черный цвет идеально черный. Также появилась поддержка HDR. По процессору также есть небольшие изменения по техпроцессу. На LCD-версии он 7 нанометров, а на OLED-версии 6 нанометров, что дает на 10-15% больше энергоэффективность при том же чипе. Батарея. Здесь тоже разница критичная из-за того, что у нас появился OLED и чуть уменьшился техпроцесс. LCD-версия 40 Вт-час. Это примерно для AAA игр хватает на 1,5 часа, а в Инди 3-4 часа. OLED-версия 50 Вт-час, плюс примерно 25%. И также пройдемся по остальным улучшениям OLED-версии. Wi-Fi 6E вместо Wi-Fi 5, как в LCD-версии. Также DEC OLED стал чуть легче, 600 грамм против 669 грамм у LCD-версии. Разница не такая значительная, но поверьте, когда ты держишь это в руках и играешь пару часов, то ты это замечаешь. Так какую версию выбрать? OLED на 512 гигабайт – это золотой стандарт. 50 тысяч рублей за новую или где-то 40 за БУ версию. Идеальный баланс цены и качества. Экран отличный, сразу чувствуется разница, батарея держит также прилично, 512 гигабайт хватит на неплохое количество игр. Если вы не будете превращать свой дек в помойку. OLED на 1 терабайт. Примерно 60 тысяч рублей за новую версию или 50 за бэушную. Это если ты не хочешь заморачиваться с картами памяти. Либо ты привык держать у себя на консоли целую кучу скачанных игр. LCD-версия на 256 гигабайт. Около 20 тысяч на бэушном рынке. Это просто лучшая цена на рынке портативных консолей. Если бюджет ограничен, бери смело. Экран чуть хуже, но игры идут примерно так же.
Добавишь карту памяти на 512 или на 256 гигабайт, и все, и можешь спокойно жить. Также есть LCD вариант на 64 гигабайта, но можем его брать, если вам попадется очень дешевый экземпляр. Просто после этого докупаем SSD на нужный нам объем и радуемся жизни. Мое личное мнение: если можешь потянуть OLED-версию на 512 гигабайт, бери ее не раздумывая. Экран реально крутой, особенно в темноте. Или в игры с красивой графикой, например, там Hollow Knight, Hades и другие игрушки, типа даже Elden Ring. И плюс батарея держит заметно дольше по сравнению с LCD-версией. Если бюджет жесткий, LCD на 256 гигабайт за 20-30 тысяч рублей это все еще очень крутой вариант. Вариант LCD хорош тем, что вы можете достаточно дешево попробовать вообще портативную вот эту вот индустрию. Если не понравится, то вы точно так же можете очень быстро продать свой дек на Авито, не потеряв денег. Далее мы будем говорить именно про OLED-версию. Главный вопрос: потянет ли Steam Deck игры 2025 года? Давайте проверим. AAA игры. На деке действительно можно, без проблем и иногда даже очень комфортно играть в AAA игры. Например, я с большим удовольствием играл в Cyberpunk. Заметные просадки начались только в дополнении Phantom Liberty. Kingdom Come 2 игралось вообще шикарно, что я прошел почти всю игру на деке. Недавно я прошел The Last of Us 2 ремастер в режиме хронологии, и он также шикарно игрался. Но, наверное, дек все-таки не про супер тяжелые AAA игры, а чуть менее требовательные тайтлы. Например, Hollow Knight, Hades, Megabonk, Risk of Rain, Isaac и другие. Как правило, в этих играх мы получаем стабильные 90 FPS, плюс батарея держит очень долго и в целом играть супер приятно. Поговорим про эмуляцию. Я запускал на дек PlayStation Portable, PlayStation 2, PlayStation Vita игры абсолютно без проблем. Также уже с нюансами можно запускать игры с Nintendo Switch, с PlayStation 3. Некоторые из них вполне играбельные, но иногда приходится попердолиться, чтобы нормально ее запустить. Также можно запускать игры с DOSBox и целой кучей других консолей. По сути, Steam Deck это универсальная игровая машина времени. Но вот честно, если ты хочешь играть в новинки 2025 года на ультра настройках, Deck не для тебя. Но для 90% игр Steam более чем достаточно. Поговорим о том, сколько держит батарейка в играх и как сильно консоль греется. В AAA играх, примерно часа 2, но при этом она достаточно серьезно нагревается. В принципе, дома окей, потому что ты можешь в любой момент подключиться к зарядке и забыть. Но в поездках я обычно никогда не играл в тяжелые игры, чтобы продлить жизнь от аккумулятора. В нетребовательных играх примерно 4-6 часов. Ретро и эмуляция там вообще вплоть до 10 выжимали, но смотря что эмулировать. Для дальних поездок вы можете с собой брать Powerbank, если хотите поиграть более тяжелые игрушки, но я обычно так никогда не делал, потому что консоль в целом весит достаточно много. Нагрев и шум. В тяжелых играх корпус действительно серьезно нагревается. Под нагрузкой вентилятор шумит, но я бы не сказал, что супер громко. В тихой комнате это заметно, особенно если ночь и полная тишина. В транспорте, в принципе, нормально. Слышал, что у некоторых шум достаточно ощутимый, но он был из-за брака вентиляторов. Сейчас это поправлено прошивкой и новыми ревизиями вертушек. Поговорим про операционную систему SteamOS и можно ли поставить Windows. Сам Steam Deck работает на SteamOS. Это дистрибутив Arch Linux с игровой оболочкой. 90% игр из Steam запускаются через Proton. Это слой совместимости. Встроенная проверка на совместимость — это ProtonDB. Он показывает, подойдет ли игра. Обновляется каждый месяц, баги фиксятся супер быстро, плюс у инди-разработчиков есть большой стимул адаптировать свои игры под Steam Deck, чтобы на них висел зеленый значок из ProtonDB. Также у нас есть возможность перейти в десктоп режим, и наш Steam Deck превращается в полноценный Linux компьютер. Любые удобные вам браузеры, типа Google Chrome, Firefox, Office, эмуляторы, торренты, Discord, что угодно. Короче, это прям полноценная система для работы. Кстати, я как-то провел эксперимент и пробовал работать на деке с подключенной периферией в десктоп режиме. И в принципе это даже удобно, если вам не нужен какой-то специализированный софт, который есть только на Mac или Винде. Но когда мне это требовалось, я просто подключался к домашнему компьютеру по удаленному рабочему столу и продолжал спокойно работать. Но стоит ли ставить Windows? В принципе,
Это можно, и тогда DeX становится полноценным ноутбуком. Все игры без костылей, включая Game Pass, Photoshop, DaVinci Resolve, FL Studio, любые программы. Минусы Windows, конечно, тоже присутствуют. Это хуже оптимизация, там уже целая куча тестов, что при установке Windows на Steam Deck игры работают достаточно плохо. И у тебя появляется самый главный минус, это отсутствие нормального режима сна. По моему мнению, SteamOS для 99% задач вполне себе достаточно. Ну, собственно, особенно для игр. Заниматься пердолингом и ставить Windows, как по мне, смысла совсем нет. Давайте не будем забывать про конкурентов и сравним Steam Deck с ними. 25 год изменил расклад на рынке портативных консолей. Недавно вышел Nintendo Switch 2 и уже продан огромным тиражом. Первая Nintendo консоль с DLSS и трассировкой лучей, которая может выводить 4К в доке. Скоро выходит ROG Xbox Li, первая портативная консоль с брендом Xbox, специализированным интерфейсом и интеграцией Game Pass. Но честно, смысла в ней я не вижу из-за ее стоимости. Далее у нас есть Lenovo Legion Go. Сейчас вышла вторая версия с очень крутым OLED-экраном на 8,8 дюймов. Сейчас я покажу на экране таблицу ключевых характеристик всех конкурентов, а вы, если интересно, поставите на паузу и посмотрите. А что насчет Steam Deck 2? Пока что Valve молчит, никаких анонсов, а первый Deck в 25-м получил обновление SteamOS 3.7 с кучей новых улучшений. Так что Valve явно не спешит выпускать вторую версию своей консоли. Мой вердикт по конкурентам. Switch 2. Если ты фанат Nintendo или хочешь играть в Зельду, Марио, Metroid, Donkey Kong, я бы ее купил, чтобы пройти Donkey Kong. Больше там пока как будто бы делать нечего. Скорее всего, я буду просто ждать прошивку и потом куплю ее, чтобы проверить. Также вы все еще можете рассмотреть Nintendo Switch OLED, обязательно прошитую версию. Как мне кажется, прошитая версия до сих пор достаточно актуальна, потому что на ней целая куча твиков, типа разгона, и, собственно, все игры бесплатно. Остальные портативки типа ROG Ally, Legion Go и прочее я особо к покупке не рассматриваю, потому что они достаточно дорогие по сравнению со Steam Deck и очень быстро теряют свою ликвидность на вторичном рынке. То есть, условно, вы покупаете Steam Deck за 40 тысяч, играете в него и продаете его также за 40 тысяч, если там не вышло чего-то более крупного. Поэтому Steam Deck золотая середина, дешевле, SteamOS работает без танцев с бубном, батарея держит неплохо, комьюнити огромное, да, он не самый мощный, но для 90% игр более чем достаточно. Аксессуары. Честно говоря, на Steam Deck целая куча всяких аксессуаров, и все это супер ситуативно и опционально. Я составил список аксессуаров, которые вы можете купить и которые могут принести вам максимальную пользу. Самое первое — это док-станция, примерно 2-5 тысяч рублей. Подключаете монитор, клавиатуру, мышь и получаешь, по сути, мини-ПК. Я этим не пользуюсь, потому что для каких-то тяжелых игр у меня есть просто мощный стационарный компьютер, на котором я могу хорошо поиграть. Второе — это microSD-карта, примерно 2-7 тысяч рублей. Стоит покупать, если вам не хватает встроенного хранилища. Я использую microSD-карту, чтобы скидывать туда какие-то легонькие игры, которые не требуют быстрых загрузок. Также советую устанавливать всякие эмуляторы именно на SD-карту. Далее у нас чехол или кейс, если вы не хотите пользоваться огромным стоковым чехлом. В целом на маркетплейсах огромный выбор, и вы можете без проблем найти то, что вам понравится. Четвертое — это Powerbank, это если вы готовы помимо и так тяжелого Steam Deck возить с собой еще и Powerbank. У меня его нет. Я не пользуюсь. Пятое — это замена SSD, если вы купили себе Steam Deck и поняли, что стокового объема SSD вам не хватает. Шестое — защитное стекло. Экран глянцевый, царапается легко, но тем не менее я не пользуюсь этими стеклами, и за все время эксплуатации у меня нету никаких повреждений на экране. И того, что имеем. В целом, покупать что-то дополнительно крайней необходимости нет. Deck сам по себе достаточно самостоятельная консоль. Смотрите уже по ситуации. Про аксессуары мы поговорили, можно перейти к минусам. Вот что меня бесит Steam Deck за время моего использования. Первое — это вес. Steam Deck действительно достаточно тяжелый. Он почти в 2 раза тяжелее Nintendo Switch. После часа игры руки действительно устают, начинают неметь, особенно если лежишь боком и дек давит тебе на руку снизу. Далее это шум вентилятора. Как я до этого говорил, особенно отчетливо слышно его будет, когда в комнате будет абсолютная тишина, и он вас периодически будет чуть-чуть раздражать. Четвертое и, наверное, самое важное — это его размер. В целом я бы не сказал, что это прям портативная консоль, особенно сравнивая его со Switch'ом OLED.
а если его брать с собой в путешествие, класть фирменный чехол, он занимает половину рюкзака. Для него есть, конечно, тонкие накладки, но это не сильно спасает. Я до этого поэтому и продал свою LCD-версию, потому что решил просто пользоваться свечом в путешествиях. Но знаете что, все эти минусы я принял, потому что плюсов в целом больше. Я люблю лежать в кровати и играть перед сном, хотя он тяжеловат. Я с удовольствием ставил на него эмуляторы старых консолей и перепроходил любимые игры, типа Metal Gear, Crash Bandicoot, God of War. И также я для себя открыл еще один идеальный сценарий использования. Это Steam Link. Я стримлю с ПК изображение на DeC и наслаждаюсь игрой с ультра настройками графики, 90 FPS и без задержек. И по моему ощущению, почему-то на Steam Deck Steam Link работает лучше, чем, например, стримить на ноутбук или на планшет. Так для кого же нужен Steam Deck? Смело покупай DeC, если ты часто в дороге, командировке, в путешествиях или долгих поездках. Хочешь играть в постели на диване, не включая ПК. Также, если интересна тебе эмуляция ретро-консолей, то Steam Deck здесь тоже очень круто выручит. Плюс, если ты готов разбираться в настройках и твиков, то DeC тоже может тебя порадовать. Бюджет до 40 тысяч рублей, или даже до 20, если мы рассматриваем LCD-версию. Опять же, мне кажется, не стоит переплачивать за портативки от других производителей и лучше купить себе деку. Также дек вас может порадовать, если вы захотите пройти игрушки, на которые вы на компьютере до этого особо не обращали внимания. На деке, поверьте, вы поиграете много чего, что до этого вы вообще даже не трогали. Не покупай дек, если тебе нужна максимальная графика, тогда можешь попробовать переплатить за более мощные портативки. Но я пока что, опять же, их не очень понимаю. Плюс, опять же, как я до этого говорил, возможно, будет большая потеря при следующей продаже. Лично для меня Steam Deck закрыл почти все мои игровые потребности. Я прошел на нем Hollow Knight, как говорил Хейдес, и все, что хотел до этого. Более тяжелое и в целом большую кучу игр. Я покупал и первый Steam Deck LCD, когда он только появился, и там была целая куча проблем, особенно программных. Но их уже давно пофиксили и довели консоль до ума. Это не идеальная консоль, но это самая универсальная и ликвидная консоль, которую вы можете потом без проблем продать. Итого, что мы имеем? Стоит ли покупать Steam Deck в 2025 году? Мой ответ – да. Если ждать идеальную консоль, ты ее просто не дождешься. DeC сейчас это лучшее, что есть на рынке портативного гейминга по соотношению цена-возможности библиотека. А к тебе вопрос, ты бы купил Steam Deck в 2025 или подождал бы новую версию? Напиши в комментариях, обсудим. Ну и по стандарту, если видео было полезным, подписывайся, впереди много интересного. Пока.